Привет, армия. Есть что-то особенное, когда сталкиваются два мира. Искусство и любовь, стиль и душа, красота и искренность. Когда упоминаются имена Тэхёна и Чингука, мир вспоминает не просто двух участников BTS, но два символа, которые выходят за рамки простых артистов. Они не просто айдолы. Они — универсальный язык, который передается через их взгляды, через их жесты, через то, как они себя ведут. И в мире моды, часто холодном и строгом, их присутствие привносит нечто иное, нежное и таинственное тепло. Тэхён с его спокойной, но пленительной аурой всегда имел уникальную связь с эстетикой. Каждый его шаг — словно поэма в движении. А когда он стал лицом Snow Peak, бренда, известного своей философией природы и безмятежности, казалось, Вселенная нашла в нем свое отражение. Snow Peak — это не просто одежда для активного отдыха. Он говорит о балансе между человеком и природой, об элегантной простоте, о мощном спокойствии. И Тэхён с его глубоким взглядом и мягкими жестами воплощает эту философию в жизнь, не произнося ни слова. Многие модные обозреватели отмечают, что, появляясь в рекламной кампании Snow Peak, Тэхён испытывает чувство, которое трудно описать. Сочетание естественной красоты и тоски. Как будто эта одежда была сшита для него. Или, возможно, он сам — частичка природы, сотканная временем. Тем временем, по другую сторону мира моды, Чингук прокладывает свой собственный путь. Смелый, энергичный и по-своему пленительный. Как лицо Кэлвин Клейн. Он больше, чем просто модель. Он — воплощение молодой энергии, чувственности и внутренней силы. Когда портрет Чингука появился в рекламной кампании Кэлвин Клейн, мир на мгновение замер. Его взгляд, острый, но мягкий, сильный, но уязвимый, выражал мужественность, которую не нужно было доказывать вслух. Он привнес новое определение к красоте, не только внешнюю привлекательность, но и искренность, исходящую изнутри. И каким-то образом эти два мира, Снежный пик и Кэлвин Клейн, Тэхён и Чингук, встретились в невидимой точке. Они шли разными путями, но их свет исходил из одного источника. Один был мягким, как сумерки. Другой — огненным, как негаснущая ночь. Их фанаты, ARMY, называли их Тэкук. Это имя родилось не из-за контракта, а из связи, которая росла медленно, молча и осмысленно. И теперь, когда эти двое сияют в глобальном мире моды, это имя снова на слуху, не просто как любимая пара, но как символ гармонии двух взаимодополняющих энергий. Они были не просто двумя звездами, позирующими перед камерой. Они были двумя душами, создающими истории, вплетающими любовь в ткань и вплетающими эмоции в каждый образ. Бывают моменты, когда не нужно говорить, чтобы тебя поняли. Молчание может быть самым честным предложением. И в мире, переполненном софитами, молчание иногда становится самым прекрасным способом сказать «я здесь, с тобой». Когда имена Тэхёна и Чингука появились в глобальном мире моды, не только бренды получили новый свет. Весь мир увидел глубину смысла, которую несло их присутствие. Для многих мода — это всего лишь оболочка. Эстетическая оболочка, которую можно заменить, создать, а затем забыть. Но для этих двоих одежда — это больше, чем просто символы статуса. Они — продолжение их чувств. Безмолвный язык, который говорит о том, кто они и как они отражают друг друга. Когда Snow Peak выпустили серию портретов Тэхёна, мир замер в моменте нежной тишины. Силуэт его тела среди горного тумана. Его взгляд, устремленный вдаль, все это передает ощущение дзен, которое трудно описать. Никаких лишних аксессуаров.
Никаких кричащих цветов. Только белый, серый и землисто-коричневый. И человек, словно сливающийся с воздухом. На каждой фотографии есть ощущение, что Тэхён говорит. Не с камерой, а с кем-то. Либо вдалеке, либо в своем сердце. И когда весь мир увидел получившиеся фотографии, поклонники увидели нечто большее, чем просто стиль. Они увидели тихую тоску. Чувство, которое они узнали. Потому что видели его в глазах Чингука. В те короткие мгновения, которые не запечатлел профессиональный объектив. Но запечатлелись в сердцах миллионов. С другой стороны, Чингук появился с противоположной энергией. Напористым, смелым, бескомпромиссным. Его компания Calvin Klein потрясла социальные сети. Черно-белый цвет, резкое освещение и тело, вылепленное дисциплиной. Но за всем этим скрывалось что-то мягкое, почти неуловимое. В его глазах было то же чувство, что и у Тэхёна. Теплое, спокойное и невысказанное. Многие говорили. Чингук излучает силу. Мода для Чингука – это не просто одежда. Но вторая кожа, которая защищает его от мира. Но при этом позволяет увидеть его душу тем, кто хочет ее понять. В современном мире моды, где всем можно манипулировать, Тэхён и Чингук представляют нечто подлинное. Честность. Самосознание. И связь, которую не может объяснить маркетинговая теория. Когда Тэхён стоит в тумане в своей куртке Snow Peak, а Чингук стоит под студийным светом в Calvin Klein. Будто вселенная свела две стороны одной медали. Одна – многозначительное молчание. Другая – мягкое, горящее мужество. И между ними – любовь, которую никогда не нужно выражать. Потому что она слишком очевидна, чтобы ее скрывать. Они идут разными путями. Но их тени всегда встречаются посередине. Возможно, потому что настоящей любви не нужно направление. Только чувство. Когда портрет Тэхёна в Vogue Japan украсил страницы знаменитого журнала, мир увидел человека с непревзойденной харизмой, мягкий, но сильный взгляд, лицо, словно хранящее множество тайн, и сдержанную элегантность. Но за каждой позой, за каждым изгибом ткани на его теле скрылось нечто иное. Что-то, что могли понять лишь те, кто давно следил за судьбой этих двух имен. Он выглядит спокойным, но его глаза говорят, написала одна из поклонниц в социальных сетях. Как человек, тоскующий по дому. Хотя дом – это не место, а человек. И почти одновременно мир увидел Чингука на подиуме Calvin Klein. В контрастных образах – черный, смелый, еще смелее. Как ни странно, оба вызывали одно и то же чувство. Красота, рожденная честностью. А не имиджем. Мир моды был в смятении. Не только потому, что они доминировали в СМИ, но и потому, что их ауры дополняли друг друга. Несмотря на разницу в возрасте. Для кого-то мода – это просто форма самовыражения. Но для Тэхёна и Чингука мода – это отражение духовной связи, которая незаметно крепла годами. Тэхён, с его минималистичным и рефлексивным стилем, всегда выбирает одежду, рассказывающую историю. Однажды в интервью он сказал: «Мне нравится одежда с душой». И, возможно, именно поэтому каждый раз, выходя на подиум или участвуя в фотосессии, он не просто демонстрирует одежду. Он демонстрирует душу, рассказывающую историю. В то же время Чингук привносит более молодую энергию. Более смелую, более исследовательскую, но при этом искреннюю. В каждой рекламной кампании Calvin Klein он выглядит свободным, словно говоря миру: «Это я без маски». Но те, кто понимает динамику этих двоих, знают, что свобода Чингука не безудержна. Это тихая свобода.
Потому что он знает, что есть кто-то, кого он всегда может назвать домом. Когда в мире моды говорят об иконах, они обычно имеют в виду людей, которые умеют продавать стиль. Но Тэхён и Чингук меняют значение этого слова. Они не продают стиль, они делят душу. И, возможно, спустя годы, когда их имена исчезнут с первых полос, а фотографии померкнут в мировых архивах, кто-то все равно будет листать страницы старых журналов и говорить себе: между ними было что-то более глубокое, чем мода. И этого достаточно. Потому что настоящую любовь не всегда нужно понимать, ее нужно просто чувствовать и помнить. Некоторым видам любви не нужны имена. Потому что даже без слов мир уже знает, кто нашел друг друга. Фиолетовое сердце.